Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Нет, ну сколько счастья и любви в этом взгляде. Влияние Тэхёна на Чангука. Девятое место. То, как он притянул его к себе. Ревность Чангука. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Telegram, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Интересность вам. Съемки Yet to Come в Америке, 2022 год. Бэк-вокалисты выложили в соцсети свой видеоколл. Когда мы проводили саундчек, начали танцевать, я глянул на Чангука. Ви был с ним, они тоже танцевали. То, как они танцевали, было похоже. Лучше я остановлюсь. Они отдали все свои силы. В общем, вся суть. Когда камеры были выключены, парней снял кто-то из стаффа. Чангук и Тэхён танцевали вместе, как всегда пребывая в своем воздушном мире любви, при этом выглядели как самые любящие бойфренды. Седьмое место. Слова стаффа о том, чтобы Тэхён пересел на другое место, пошли в топку. Если Тэхён хочет сидеть со своим парнем, он будет сидеть с ним. Шестое место. Поведение пары. Тэхён очень любит плечи Чангука. Три года эфиру, где Тэхён не сводил глаз с Чангука, а тот сдувал с него невидимые пылинки. Тэхён сказал: «Мы никогда не ссоримся. Мне нужен огонь». Чангук ответил: «Мне нужна вода». Пятое место. Это классика. Четвертое место. Забота. Как Тэхён сразу подошел проверить руку Чангука, не поранился ли он после удара.
Третье место. Новости. Милые комментарии корейских пользователей о том, как Чангук готовит в армии. Есть что-то милое в кулинарной обязанности мировой звезды. Я ревную. Я также хочу есть еду, которую приготовил Чангук. Я с нетерпением жду возможности показать, что он сделал в армии после того, как его уволят. Я думаю, что для Чангука было бы нормально стать капралом и присоединиться к военному оркестру. Я поддерживаю его, что бы он ни делал. Вау, было бы безумием, если бы он бон-вояж после увольнения из армии. Надеюсь, этот горячий парень создаст контент, когда вернется. Есть что-то милое в кулинарии мировой звезды. Забавно, потому что я впервые вижу, как знаменитость стала солдатом-поваром, ха-ха. Ну что за диво? Вопрос. Твоя текущая цель? Ответ Тэхёна. Я стараюсь ставить перед собой цели, рассчитывая на долгосрочную перспективу. Надеюсь, я останусь здоровым и счастливым артистом, который создает отличную музыку. Я хочу быть настоящим. Человеком, которого не подталкивают и не принуждают. Но я не могу, почему такие милые. Ровно год прошел с тех пор, как Compose Coffee поделились кадрами культового рекламного ролика Ким Тэхёна. Более 85 миллионов просмотров. Влияние бренда Тэхёна. Немного хулиганства. 산업 뜨고 나서 일부 전에 왔어요, 태영이 형이. 이렇게 응원해주고 같이 얘기도 하고 있다가 그냥 이 산업 영상이 나가잖아요. 나도 이제 생방송이 나가고 있을 때 나도 이제 현장을 와주시는 팬분들이나 미아분들이 있으니까 이제 무대 위에서 무대를 해야 되겠죠. 난 별생 없이 올라갔어, 그냥. Зарубежный поклонник обнаружил автографы Чангука, а также Чаину в ресторане Black Room в Абгуджон-Донге, Сеул, известным своими салатами. По их словам, рестораном владеет бывший танцовщик Севен. Им так нравится проводить время вместе. Визит Тэхёна, традиционного блошиного рынка, в Чхунчхоне было добавлено к новой V-Road. 23 февраля Тэхён опубликовал несколько фотографий в Instagram с подписью «Я пришел сообщить, что сержант Ким жив». Публикация вызвала восторженный отклик, набрав 15 миллионов лайков за самое короткое время среди публикаций в 2025 году. Среди фотографий расположение скамейки, на которой сидит Тэхён в своей военной форме, вызвало любопытство фанатов. Как только местоположение на фотографии было подтверждено, Пунгмул-маркет стали посещать поклонники Тэхёна. Город Чхунчхон был выбран в качестве объекта для специализированного проекта по развитию рынка Министерством малого и среднего бизнеса и стартапов. Планирует инвестировать 1 миллиард вон к 2026 году, чтобы превратить рынок Пунгмул в туристическую достопримечательность.
В дополнение к Чхунчхону, места, которые посетил Тэхён, становятся местом притяжения поклонников и вносят значительный вклад в оживление местной экономики. Йинпхён, о котором сообщалось в журнале Весь Драйв Вилаг в 2023 году, также был представлен в путеводителе крупнейшего японского туристического агентства Руроба, которое побило мировой рекорд Гиннесса благодаря своей серии путеводителей. Пляж Наксан в Йинъяне, Канвандо, также называют Святой Землей BTS после визита Тэхёна в 2022 году, и многие фанаты продолжают посещать его. Среди мест паломничества BTS, которые вы должны посетить, когда отправитесь в Корею, парк Тегудалсон, где Тэхён играл в детстве, и пляж Кёнч, который стал знаменитым. Город Пусан также привлек к себе внимание тем, что активно рекламировал его, создав фотозону в парке Citizens Park, где Тэхён сделал снимок. Фотографии, сделанные Тэхёном на берегу Темзы и Риджент-стрит в Лондоне, Англия, были представлены британской общественной телекомпанией BBC. А мэр Лондона Садик Хан активно продвигал их, делясь фотографиями, сделанными Тэхёном в Лондоне, что доказывает влияние Тэхёна как посла туризма. Чонгук на Чили. Издание K-Medio сообщило, что Чонгук в очередной раз доказал свою непревзойденную мировую популярность и кассовые сборы, поскольку его персональная выставка в Нью-Йорке за несколько часов заняла первое место в списке бестселлеров, обогнав игру в кальмара. Опыт – популярное мероприятие, на котором все билеты были распроданы в течение 8 недель подряд. Этот 29-летний парень украл мое сердце. Только не говорите об этом Чонгуку. Фанаты дали Тэхёну новое прозвище Гомдари Мёнсок. Гом означает «медведь», а Гомдари – это милый или ласковый способ называть медведя плюшевым мишкой. Мёнсок означает «яркий», «умный» или «ясный». Часто используется для описания остроумного или мудрого человека, который быстро соображает, проницателен и обладает ясными способностями к рассуждению. Гомдари Мёнсок – прозвище для человека, который воплощает в себе как ласку, так и интеллект, также символизирует личность того, кто кажется медлительным и мягким, как мишка, но на самом деле является очень умным и мудрым. Когда Чонгук так нежно погладил курицу, что она уснула. Ну вот как его не любить, когда он такой. Тэйкук, которые поют вместе Make It Right, буквально лучшая вещь, которая случалась со мной.
Весь мир у его прекрасных ног. Ловите поцелуйчики от нашего тигренка. Не знаю, как для вас, но мне всегда спокойно на душе, если я вижу, что между ними все хорошо. Когда Тэ и Кук просто находятся рядом друг с другом, улыбаются, взаимодействуют, дарят друг другу различные взгляды, разговаривают, дурачатся. Обожаю такого Тэхёна. Компания Атаки представила линейку наклеек с изображением Джина, глобальной модели для Джин Реймон. От наклеек Джина до рукописных сообщений и почтовых штемпелей. На наклейках изображены фотографии Джина, его рукописные послания, а также персонаж, созданный им самим, Ута. Соберите все 12 видов наклеек с печатью Джин Реймон. Атаки также официально запускает глобальную кампанию Джина в этом месяце. Видеоролик глобальной кампании уже подготовлен к выпуску по всему миру. Один из шикарных моментов. BTS анонсировали новый проект BTS 7 Moments и Run BTS Poly Highlighted Package, который выйдет в апреле. Хосок признался, что имеет привычку собирать пакетики с соусами из доставки еды. Хосок появился в качестве специального гостя на популярном шоу Please Take Care of My Refrigerator и показал, что внутри его холодильника. В последнем эпизоде шоу, вышедшем в эфир 2 марта, лучшие шеф-повара соревновались за расположение мирового айдола Хосока. Лучшие повара страны готовили блюда, используя только ингредиенты из холодильника Хосока. В этот день Хосок рассказал, что больше всего хотел встретиться с шеф-поваром Юн Намно, известным как маньяк кулинарии из шоу Culinary Class Wars. Хосок объяснил: после просмотра Culinary Class Wars меня очаровал шеф Юн Намно, и я даже писал об этом в соцсетях. Однако Хосок рассмешил всех, когда объяснил: в другом шоу шеф Юн сказал, что знает BTS, но не особо знаком со мной. Чхвё Хён Сок с шоком отреагировал и воскликнул: «Ты что, с ума сошел?» Шеф Юн Намно объяснил: «Честно говоря, у меня дома нет телевизора, и я прихожу домой только чтобы поспать. Пожалуйста, простите меня на этот раз». Хосок также рассказал о своей привычке сохранять пакетики с соусами из доставки еды.
Он объяснил: «Мне кажется, что выбрасывать соусы, которые кладут в заказ, это пустая трата». В ответ ведущая Лин Джи сказала: «Наверное, так и становятся мировыми звездами, экономя на всем». Хасок добавил: «Когда ем жареную курицу, я делаю немыслимые комбинации соусов, используя эти пакетики». В июне 2020 года Хасок приобрел апартаменты в комплексе Эйфер Ханганг. Кроме того, у него есть 2 квартиры в Тримидж в районе Сонсудон, Сангдонг-ГУ, купленные без кредита. Если сложить все его покупки, общая стоимость недвижимости Хасока составляет 27 миллиардов вон. Поклонники надеются увидеть одну из роскошных квартир Хасока в новом эпизоде «I Live Alone». У каждого из нас есть такое место на земле, где не надо притворяться, где тебя не обманут, где тебе спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. Это родной дом. Но дом – это не просто крыша над головой. Дом – это семья, близкие и любимые люди. Намджун сказал: «Мы говорили о том, что 2025 год станет годом, когда большинство наших участников завершат службу. Это также знаменательный год, десятилетие альбома The Most Beautiful Moment in Life. Поэтому, вероятно, мы сможем что-то сделать. Думаю, мы постараемся сдержать это обещание». Чангук такой: «Как же хочется прикоснуться». Там буквально на лбу написано, чего он хочет. Чангук и Тэхён решают, что им просто необходимо нюхать волосы друг друга. Это разница в силе, но думаю, и Тэхён не раз поднимал Чангука, а может даже носил на руках. Какой же Тэхён очевидный. Как же это горячо. 2 машины, 2 бойфренда, 2 огня. Этот образ Тэхёна.
у этих двоих все стабильно. Обожаю эти фотографии Тэхёна. Это кольцо всегда было с ним, и браслетик в придачу. Так мило. Мало кто знает, но именно так выглядят магниты здорового человека. Разница капитальная. Влюбленные, дикие и счастливые. Так больно смотреть на то, как он был расстроен из-за обстоятельств, которые не в силах изменить. Пожалуйста, берегите себя и давайте себе отдыхать. А также помните, что вы делаете достаточно. Я не вижу отличий. Второе место. Это так интимно. Глаза никогда не врут. Они связаны красной нитью. Держание за руки – это молчаливое обещание поддержки и близости. В этом простом жесте скрыта сила, которая помогает преодолевать любые трудности, ведь когда вместе, ничто не страшно. Первое место. Его ревность и собственничество слишком заметны.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.